Давайте с вами продолжим тестировать игру с галькой на пляже. Сегодня в картинках на песке будем комбинировать камушки по цвету. Для прошлых фигур я использовала камни разного цвета, как помните, но подбирала и компоновала их только по размеру и по форме. В этот раз хочу выложить птиц, и мне надо как-то передать окраску перьев с помощью камней. Нарисую контур. Вот такие бело-рябоватые гранитные окатыши, их тут много на пляже, мне кажется, по цвету похожи на перышки. Наберу их. Для крыла соберу контрастные темные. Ну и прихватить надо удачные по форме. С изгибом для брюшка. А треугольный возьму для клюва. Рассортировала две кучки по цвету. Ну и отдельно всякие интересные по форме, по рисунку камушки сложила. Голову проще сделать из одного камня, мне кажется. Даже ходить искать не надо. Возьму-ка я из рамки у человечка. Можно искать, друзья, камушки для картинки и постепенно выкладывать, как вам удобнее. Мне больше понравилось собрать запас более-менее подходящих, из них выложить фигуру, а потом можно заменить детали или как-то по-другому их расположить. Для глаза, хохолка и лапок сначала возьму тоже то, что под рукой. Эти камушки кажутся удачные для перьев в хвосте. Можно пробовать так и эдак, такой хвост или другой. Ой, знать бы еще, какую я птицу делаю, друзья, чтобы понять, какой должен быть хвост и крыло. Похоже на какую-то курообразную. Какие там бывают тетерев, там перепелка. Вроде на фазана не тянет. Что-то такое лесное. Курица какая-то лесная. Вот глаз нашла более подходящий. Вместо лапок жердочку сделаю. Слушайте, а не сделать ли мне настоящую ветку для птички, деревянную? Вон они валяются, эти палки. Тогда уж к яйцу надо и гнездо. Можно этой куропатке или перепелке заменить гребешок. Хотя, может, первый был более правдоподобный, как вам кажется? Друзья, создала телеграм-канал в связи с замедлением Ютуба. Приглашаю вас всех туда. Ссылка в описании будет. Так и не придумала, что сделать из этого кирпича с дыркой. А вот такой похож на голову совы. Море здорово обточило со всех сторон кирпич. Появились еще интересующиеся камушками. Будет веселей, если совы будут разные по цвету. Пусть у первой будут темные перышки. Подбираю, чтобы камушки прилегали плотнее. Нужно положить их нахлёст. Крылья темные позже найду. Вторую светлую начала делать с крыльев. Чем удобны картины на песке, материал под рукой, можно свободно экспериментировать, дополнять. Нет, грудку из одних белых не нравится мне делать. Попробую комбинировать с темными. Так, выбираю камушки для ушей, для глаз, для клювов.
Азарт. Никогда не знаешь, что в глубине кроется. Опа! Смотрите, какой откопался. Просвечивает. Похож на сердолик вроде. Или что это, как думаете? Вот этот осколок плитки для клюва возьму. Взяла еще камушки для перьев. Переделаю грудку, чтобы крылья получились у первой совушки. Туловище готовы. Лапки легко нашлись. Теперь займусь головами. Уши, глаза, клювы. Ой, только по одному глазу нашлось. Не хватает. Одноглазые пираты. Буду снова копать. Теперь нормально. Мысль появилась, как улучшить глаза. Чем хороши игры с галькой на пляже, друзья, идеи активно генерируются. Так что для развития творческих способностей, как совместное времяпровождение для детей и родителей, картины из гальки на пляже подходят, мне кажется, отлично. Вот такие получились совушки, большие головушки. Друзья, еще раз приглашаю вас в свой телеграм-канал. Хотя, конечно, я надеюсь, что смогу выкладывать ролики на ютубе, а вы сможете продолжать их смотреть. Про пляжные занятия с камнями, про фигурки, которые нашлись в этот приезд на море, про то, какие получатся композиции. В общем, про игры с камнями и с галькой.